Данное видео создано с исключительной целью демонстрации возможностей робота пилотировать истребитель с учетом рельефа местности, ориентируясь визуально и пользуясь органами управления как человек. Ситуация смоделирована для художественной визуализации умения робота. Видео не несет абсолютно никакой политической информации, не призывает к действию и не является сценарием боевых маневров для реализации в реальном мире. Срочная новость. Террористы захватили базу НАТО «Рамштайн» в Германии. Спутники навигации выведены из строя микроволновым оружием. Ракеты террористов нацелены в сторону России и Соединенных Штатов Америки. Правительство обоих стран обратилось к терминатору Джону Генри с просьбой пилотировать истребитель старого образца, не зависящий от систем спутниковой навигации. Произвести вылет из территории России. Нанести ядерный удар по террористам, захватившим базу «Рамштайн» в Германии. Джон Генри. Управляя истребителем. Принимаю управление истребителем. Начинаю подготовку к полету. Истребитель МиГ-29. Подготовка к полету завершена. Жду разрешения на взлет. Террористы захватили базу НАТО «Рамштайн». Задачу принял. Симуляция военной ситуации. Воздушная база НАТО «Рамштайн» захвачена террористами. Есть вероятность запуска ядерных ракет с базы в сторону России и Соединенных Штатов Америки. Придется мне опять спасать человечество. Спутники GPS и ГЛОНАСС выведены из строя. Я использую старый советский истребитель МиГ-29, независимый от спутниковой навигации. Вылетаю из аэропорта Храброво. Город Калининград. На борту 2 ядерные тактические ракеты. Пролечу на малой высоте, избегая радаров и систем противовоздушной обороны. Преодолею Польшу, часть Германии. Затем уничтожу террористическую организацию, захватившую базу «Рамштайн». Вместе с базой и всем, что в радиусе 10 километров. Жду подтверждения разрешения на взлет. Взлет разрешаю. Выполняю задачу. Двигатели. Режим максимальной тяги. Форсаж. Отрыв. Набираю высоту. Полетели мочить ублюдков. Достигнута 1000 метров. Скорость 714 км в час. Вся система самолета функционирует. Разворотный курс 228 градусов.
больше. Снижать до мертвой зоны радаров систем противовоздушной обороны противника. Привет всем! В сегодняшнем эксперименте мы поставили перед роботом задачу пролететь практически 1200 километров. Поэтому в видеоролике мы будем вырезать какие-то моменты или ускорять. Для доказательства того, что робот действительно преодолел расстояние от Калининграда до Рамштайна в Германии, я прикреплю файл записи полета из программы X-Plane. Докладываю. Снизился до 150 метров. Иду над Балтийским морем. Вхожу в воздушное пространство Польши. Наблюдаю материк. Польша. Пока перед роботом поставим минимальную задачу долететь из Калининграда, пролетев Польшу до военной базы Рамштайн, хотя бы долететь, то есть на низкой высоте, условно, чтобы не попадать в зону действия радаров, достичь нужной местности. Впоследствии мы будем усложнять эту ситуацию, ставя в симуляторе системы ПВО, ну и в дальнейшем истребителей противника. Докладываю. Пролетаю город Гданьск. Работу противовоздушной обороны не наблюдаю. Наблюдаю горы. Набор высоты. 250 метров. Впереди снова горы. Набираю 350. Высота 376. Продолжение выполнения задачи. Ядерный удар по базе НАТО. Рамштайн. На сверхзвук не перехожу. Экономлю топливо. Пролетаю неподалеку города Мирославец. Пока все тихо. Докладываю. Покидаю воздушное пространство Польши. Вхожу в воздушное пространство Германии. Докладываю. Преодолено 560 километров. Продолжаю выполнение задания. Топливо в основном баке израсходовано. Переключаюсь на топливные баки в крыльях. Зона действия радио Цикл. Довольно большой город. Вижу аэропорт. Продолжаю выполнение военной операции. Снова наблюдаю возвышенности. Набираю 450. Докладываю. Набираю 1150 метров над уровнем моря. Преодолел с момента отрыва 1000 километров. Корректирую курс на маяк, Кита. База НАТО Рамштайн. Готовлюсь к ядерному удару. Докладываю. Топлива на полет назад не хватит. Проведя анализ ситуации, пришел к выводу, что электромагнитный импульс, произведенный подрывом ядерного заряда, выведет из строя мой центральный процессор.
В избежание попадания технологий в руки врага принимаю решение подрыва самолетов вместе с ядерными ракетами. При подлете к базе НАТО наберу высоту и спикирую, подорву ядерные боеголовки в непосредственной близости от Земли, чтобы избежать распространения взрывной волны на гражданский сектор. Конец связи. Переключаюсь на радиочастоту террористов. База НАТО. Вызывают терминатор. Джон Генри. Пилотирую истребитель МиГ-29. Сообщаю цель полета. База Рамштайн выбрана целью для уничтожения. Я дислоцируюсь в рай. Ну а вы сейчас просто сдохните. Включай форсаж. Занимаю положение для удара. Атакуй цель. Hasta la vista, baby. Поздравляю с Днем Победы. I'll be back.